Приветствую вас, мои дорогие друзья! Вы на канале «Астрология доступна каждому». Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас прогноз на 2026 год для тельцов, восходящих и солнечных и лунных, можно сказать. Ну, давайте сначала я скажу небольшое вступительное слово для того, чтобы этот прогноз принес вам максимальную пользу. Значит, если вы на канале в первый раз, то, пожалуйста, обратите внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. Но это не значит, что вы не можете смотреть прогноз, нужно смотреть просто правильный прогноз, который для вас подходит. И если вы знаете точное время своего рождения, то в таком случае постройте, пожалуйста, свой гороскоп по видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И если вы не знаете точное время своего рождения, то все равно постройте свой гороскоп, пожалуйста, и найдите в этом гороскопе знак зодиака Луны. Если вы знаете точное время своего рождения, свой восходящий знак, то тогда, пожалуйста, смотрите прогнозы по восходящему знаку. И дополнительно я рекомендую смотреть по знаку Луны тоже гороскоп, потому что по отзывам моих подписчиков лунные гороскопы тоже очень хорошо работают и дополняют общую картинку. Если вы не можете разобраться с этой инструкцией, как гороскоп построить, как знак какой-нибудь найти, то в таком случае в комментариях под видео пишите ваши данные рождения, дата, время, место, и я построю ваш гороскоп для себя, посмотрю и напишу вам данные, по каким вам смотреть, для какого знака вам смотреть гороскоп. Очень хочется извиниться перед своими подписчиками, что этот гороскоп я записываю уже достаточно поздно по меркам того, что уже у нас скоро закончится год, а видео еще только начинаю записывать. Но извините, я сейчас веду курс, плюс много консультаций, плюс много личных дел, но я про вас всегда помню свою обязанность выпускать своевременно прогнозы на этом канале. Поэтому постараюсь, конечно, до Нового года успеть. Если до Нового года все видео не успею выпустить, то тогда в начале 2026 года уже выйдут остальные. Но буду очень-очень стараться, хотя видео получается, я уже записала Овнов, получается очень объемные. Значит, давайте разбираться. У нас будет несколько слайдов, потому что будет несколько важных перемен. И я хотела бы на слайдах в своей привычной манере показать, что будет происходить. Итак, значит, первый период, который мы с вами рассмотрим, это период с 1 января по 1 июня 2026 года. Я нарисовала, как будут располагаться крупные наши планеты, которые формируют крупные тенденции на 1 января 2026 года. Но это не новость, можно сказать, не новинка от наших планет, потому что Сатурн зашел в ваш 11-й дом гороскопа, в знак зодиака Рыбы, практически в начале 2025 года, и он здесь у нас задержится весь 2026 год и поменяет знак только в 2027 году. То есть эта тенденция по Сатурну у нас будет продолжать действовать. Юпитер у нас был уже в вашем втором доме гороскопа до октября 2025 года, и этот транзит повторный по этому же дому и знаку. Раху и Кету у нас зашли тоже в середине, чуть раньше 2025 года на эту ось, и тоже у нас, ну, не весь год, но практически весь 2026 год они будут в этом положении. Но до июня 2026 года эта картинка меняться с точки зрения Сатурна, Раху, Кету, Юпитера не будет. И давайте тогда поговорим о тенденциях вот этих вот на полгода, о чем нам говорят эти планеты. Сатурн, Раху, Кету, Юпитер. Опять же, мы говорим только о глобальных тенденциях, потому что ежемесячное движение Марса, Солнца, Луны, Меркурия, там, Венеры, это все я обозреваю каждый месяц, и каждый месяц выходят прогнозы на месяц. Это как бы то, чем мы занимаемся, это наша рутина. А вот Сатурн, Юпитер, Раху и Кету — это наши фокусы, ради которых совершается вся эта ежедневная рутина. На что направлены наши действия, какие у нас планы, цели, мечты и желания.
Значит, Сатурн, который стоит в вашем 11 доме гороскопа 2,5 года. В общем-то, на самом деле Сатурн делает хорошую такую тенденцию здесь, потому что Сатурн для вашего гороскопа йога карака, планета очень сильная, которая управляет 10 и 11 домом гороскопа и находится в 11 доме гороскопа, она формирует денежную очень комбинацию. Эта денежная комбинация, может, она, конечно, не по щелчку пальцев вам дает деньги, но в целом обещает рост вашего благосостояния, рост вашего благополучия с точки зрения доходов, с точки зрения возможностей финансовых. Возможно, эти финансовые возможности приходят не за счет вашего труда. Возможно, эти финансовые возможности приходят не за счет ваших собственных усилий. Но Сатурн будет склонять вас к тому, чтобы получать какие-то бонусы. Это не то, что склонять, а будет вас наделять какими-то все-таки бонусами в этом положении. Сатурн находится в 11 доме гороскопа, и эта комбинация на самом деле на какую-то смену сообществ, в которых вы состоите, на то, что меняется окружение, в котором вы находились до момента перехода Сатурна в ваш 11 дом гороскопа. То есть, возможно, у вас поменялось место жительства, либо вы поменяли работу, либо вы не работали, вышли на работу, либо вы сидели в декрете, вышли из декрета, либо еще каким-то образом вот этот Сатурн склоняет к тому, чтобы сменилось окружение, но оно не расширится, оно меняется, как будто бы вы отдаляетесь от тех людей, с которыми вы общались раньше, даже от каких-то, возможно, друзей, и входите в новое сообщество, но эти сообщества более профессиональные, более полезные для вас, более сдержанные, возможно, по эмоциям, по вашему настроению там, однако они должны приносить вам пользу. Вообще за этот период транзита Сатурна по 11 дому гороскопа вы можете найти какие-то полезные контакты, их может быть немного, но это будут люди, которые могут быть вам в дальнейшем полезны. Для некоторых тельцов это время очень хорошее для того, чтобы профессионально очень сильно вырасти, прям взмахнуть так крыльями и взлететь. Почему? Потому что у нас находится в 10 доме гороскопа Раху. Раху в любом случае, даже если вы до перехода транзита Раху в 10 дом гороскопа, то есть до начала 2025 года, даже если вы не работали, Раху в 10 доме гороскопа, он все равно вас на этот период до ноября 2026 года погружает в то, чтобы заниматься какими-то общественными вопросами, либо искать работу, либо начать работать, либо захотеть что-то достичь в работе и в общественной жизни. Вообще вот этот транзит Раху-Кету нас выгоняет из дома, и в физическом смысле это может быть переезд до ноября 2026 года, если вы еще не переехали. И в таком эмоциональном смысле, что мы можем хотеть заниматься какими-то общественно важными вопросами, куда-то вот вщемиться в какую-то группу, в какую-то инициативу, либо если мы работаем, то тогда очень вот в работе себя проявить, либо просто не сидеть дома, а куда-то ездить, исследовать этот мир, путешествовать. Даже если вы путешествуете просто по своей стране, все равно будет желание вот вырваться из круга каких-то ограничений, выбраться куда-то наружу из своей скорлупы, из своего вот внутреннего какого-то мира. Но если вы работаете, то этот транзит Раху по 10 дому гороскопа и Сатурна по 11 дому гороскопа, он может давать вам такой экстра скачок в вашей работе. Экстра бонусы какие-то, экстра достижения, рост статуса, рост влияния. Хотя в любом случае вы можете столкнуться в работе с каким-то определенным видом манипуляций, с каким-то определенным видом нарушения ваших личных границ. И поэтому, возможно, даже погрузитесь в психологию, либо начнете работать с психологом, либо сами будете изучать психологию и все, что связано с психологией. Это очень такие транзиты на то, чтобы
учиться, в том числе выстраивать свои личные границы. Но что еще здесь у нас обещает Сатурн в 11 доме гороскопа? Сатурн в 11 доме гороскопа обещает вам обретение новых связей и знакомств через учебу, через зарубежные поездки или, в принципе, через путешествия. Поэтому в целом путешествие, расширение кругозора для вас полезно на эти 2,5 года. Но и даже я бы сказала, что эта комбинация означает какую-то удачу в ваших делах, протекцию. Точно так же может давать ваш руководитель протекцию, может давать вам какой-то вышестоящий чиновник, какой-то сотрудник госорганов может вам какую-то протекцию обеспечивать. Но еще Сатурн в этом 11 доме гороскопа, несмотря на то, что он дает удачу в финансах, он еще будет вас заставлять как-то дисциплинироваться, координироваться по теме накоплений, по теме ваших планов. Кстати, знаете, еще так может быть. 11 дом — это дом исполнения желаний и мечт, на то, о чем мы мечтаем, наши цели. И когда у нас идет по 11 дому гороскопа Юпитер, или стоит Юпитер в 11 доме гороскопа, они вот могут сбываться каким-то невероятным образом. То есть только подумала, оно уже исполнилось. А вот когда Сатурн по 11 дому гороскопа идет, это наоборот такое. Очень тщательно продумывайте все, о чем вы просите, и то, что вы загадываете, потому что желания могут сбываться сикость-накость, наперекосяк. Не так, как вы планируете. Говорите «хочу себе», а получает кто-то другой вместо вас. Либо говорите «хочу черное», получаете красное. «Хочу зеленое», получаете фиолетовое. Или «хочу квартиру», получаете машину. Но это тоже, конечно, неплохо. Но «хочу переехать», и переезд, допустим, получается у вас вынужденным, не таким, как вы запланировали. То есть желания могут сбываться не так, как вы хотите. И таким образом, получается, что они сбываются не так, как вы хотите, вы не испытываете от этого какой-то очень серьезной радости. То есть тщательно, пожалуйста, продумывайте все, что вы просите, все, что вы хотите, потому что Вселенная при таком положении Сатурна будет слышать ваши запросы в космос, но искаженно и исполнять будет по своему усмотрению, если вы чего-то там, деталей каких-то не допишете, не договорите. Аспект Сатурна на 1 дом гороскопа у нас еще на похудение, на стройность тела, на работу над телом, на работу над своим состоянием физическим. То есть могут окрепнуть мышцы, могут окрепнуть кости, там, ну, не кости окрепнуть, а я имею в виду, вот как-то вы можете подтянуться, окрепнуть благодаря этому аспекту Сатурна на 1 дом гороскопа. Помимо этого, Сатурн еще дает такое взросление детей. Взросление детей, если вы учитесь, могут быть успехи в учебе, но и успехи в социализации, адаптации детей, я бы так сказала, когда дети становятся более самостоятельными, возможно, они начинают вам помогать, либо, возможно, они становятся осознанными, либо, допустим, начинают учиться, уезжают в институт, либо начинают самостоятельно какую-то жизнь вести. То есть есть вот из-за этого аспекта Сатурна на 5 дом гороскопа есть какой-то немножко момент отстранение от детей. Но он не такой прям, что вы с ними не видитесь, но как будто бы дети взрослее чуть-чуть, как будто бы дети немножко становятся самостоятельнее, и вам в этом вопросе может быть легче. Потом на вот эти вот полгода Юпитер у нас зашел во 2 дом гороскопа, и для вас это в целом неплохо, потому что Юпитер идет по 2 дому денег. И это повторный такой транзит. Юпитер уже был в вашем 2 доме гороскопа, и он был там до октября месяца. Потом он пошел вот у нас в знак зодиака Рак с октября по декабрь, потом вернулся. Значит, Юпитер вернулся в ваш 2 дом гороскопа и повторно создает тенденцию на те же самые вещи, на которые он указывал в период с начала 2025 года до октября 2025 года. Вот эта тенденция, опять же, как и Сатурн в 11 доме гороскопа, на рост ваших доходов. Но рост ваших доходов вот по Юпитеру не за счет того, что вы зарабатываете, а за счет того, что ваши партнеры как бы вам дают деньги, либо какие-то другие люди, либо это страховки, либо это наследство, либо это пособие, помощь какая-то финансовая, все в таком роде. То есть как будто бы вам подкидывают деньжат кто-то, кто-то подкидывает вам деньжат. Но при этом
у вас Юпитер вообще-то тоже, как и Сатурн, формирует денежную комбинацию. То есть в целом, если вы, допустим, хотели, планировали на какие-то доходы, сверхдоходы, сверх обычного в первой половине 2026 года, у вас, например, что-то там пошло не так, то это второй ваш шанс заработать на чем-то. Но, возможно, вы и заработали тогда, и сейчас у вас опять такая же комбинация на то, чтобы заработать, что-то сделать. Может быть, там какой-то проект, может быть, какую-то запустить инициативу, может быть, просто временно пойти поработать, и у вас за счет этого расширяются ваши доходы. То есть вот эта комбинация Сатурна и вот эта комбинация Юпитера — это две денежные комбинации, по сути, у вас формируются. И, в общем-то, я считаю, что это очень у вас такая хорошая пора до 1 июня 2026 года, когда вот можно дополнительно поработать, дополнительно подзаработать, где-то какие-то, я не знаю, инициативы, какие-то возможности у вас могут появиться, предложения в таком роде что-то, да, то есть Юпитер у нас как хозяин 11 дома во второй, он может напрямую указывать какие-то предложения, давать вам, связанные с работой. Но могут быть и какие-то тайные подработки, нелегальные какие-то подработки, нелегальные доходы. Тут тоже такая история есть, когда вы не очень честно, может быть, зарабатываете, либо не можете как-то это все официально устроить, можете как-то это все официально заключить. Такая история тоже есть. Но и есть история, что кто-то может вас подпитывать своими ресурсами. За чужой счет какое-то время можете пожить. Может, встретите какого-то человека, который вас куда-то пригласит на какой-то промежуток времени. То есть такая тенденция на то, что кто-то может вас в это время взять под свое крыло и каким-то образом вам помогать финансово. Потом, Юпитер у нас, вносит, какой-то, ну, я бы сказала, не то что беспорядок, но какой-то, может быть, хаос вносить. Юпитер и Раху может хаос вносить в вашу работу. И в целом у вас могут быть какие-то глобальные перемены. Они могли быть у вас и в первой, не в пер... да, до октября 2025 года. И сейчас тоже, знаете, такие перемены в работе, как будто бы какой-то хаос, как будто бы все меняется, как будто бы меняется распорядок рабочий, как будто бы меняется ваша должность, ваш статус в работе, меняются ваши какие-то функции в работе, режим работы меняется. И Юпитер и Раху. Раху стоит в 10 доме гороскопа, который отвечает за работу и статус. И Юпитер аспектирует 6 дом гороскопа, который отвечает тоже за работу, за рутину, за режим, за распорядок. И вот эти две планеты вносят турбулентность. С одной стороны, хочется как-то что-то сделать в работе, что-то поменять, либо что-то наладить. С другой стороны, Юпитер и Раху создают тенденцию на то, что может быть либо много работы, либо много чего-то нового, либо много чего-то непонятного, либо все по-другому, непривычно. Как-то вот какая-то очень серьезная у вас турбулентность с точки зрения работы происходит. Но вместе с тем Юпитер еще у нас расширяет тенденцию на... И, кстати, вот на то, чтобы, если, допустим, у вас Юпитер ушел из 2 дома гороскопа вот сюда, и вы, может быть, даже от каких-то привычек отказались, от вредных, например, там, или у вас снизилось количество потребляемого сладкого, кофе, чая, там, сигарет, алкоголя и так далее, и так далее. Потому что транзит Юпитера до октября 2026 года, он способствовал злоупотреблениям, тому, чтобы много есть, много пить, много, может быть, чего-то вот употреблять, грубо говоря, через рот. Растет возможности, кто-то нас, может быть, кормит, кто-то нам чего-то дает, и мы начинаем, может быть, даже набирать вес, может быть, мы начинаем как-то очень много не контролировать. Юпитер ушел, может быть, эта возможность исчезла, вот эти вот все вредные привычки немножко ушли на второй план, а сейчас, может быть, такой Юпитер вернулся опять, и по 1 июня опять понеслась во все тяжкие, начинаем опять много кушать, сладостей, там, пирожных и всего-всего-всего. То есть
неконтролирование, может быть, своих привычек пищевых, в том числе по транзиту Юпитера по второму дому гороскопа. Но Юпитер во втором доме гороскопа, с одной стороны, расширение вот этих вот привычек, с другой стороны, в целом это и какой-то доход откуда-то, не обязательно заработанный, но откуда-то он приходит. Кету в четвертом доме гороскопа отдаляет и склоняет к переезду, либо к тому, чтобы реже бывать дома. Раху в десятом доме гороскопа склоняет к тому, чтобы очень активничать в общественных делах, либо что-то поменять в работе, либо получить новый статус. И новый статус — это что у нас? Это и новая работа, это и вышли замуж, женились, развелись, стали родителями, стали бабушками, дедушками, получили вид на жительство, гражданство, вышли на пенсию. Это все новые статусы. Значит, две важные точки, которые у нас в этом промежутке времени будут, это солнечное затмение в десятом доме гороскопа, которое у нас поменяет в районе вот этого вот солнечного затмения что-то в работе. Ну, там плюс полгода, да. Накануне, может быть, начать действовать солнечное затмение. То есть даже если вы поменяли работу, может быть такое, что вы решите очень сильно прям опять что-то поменять в работе, либо поменяется должность, либо опять же статус. И 3 марта будет лунное затмение в четвертом доме гороскопа. Ну, если вы не переедете, не поменяете место жительства, там, машину, квартиру, то, возможно, какое-то длительное путешествие, зарубежное путешествие, какая-то поездка. Потому что Раху, Кету, они склоняют вас к тому, чтобы уезжать, выгоняют вас из дома. Но точно так же это психологическая настройка. Очень важно психологией, в том числе интересоваться, увлекаться в эти периоды. И Юпитер, кстати, еще будет склонять к тому, чтобы, ну, здесь, наверное, не будет, будет потом в другом периоде. Юпитер будет уже склонять вас к тому, чтобы все-таки взять под контроль вот этот вот хаос, который этим транзитом, вот этими вот транзитами у вас наводится. Значит, следующий у нас период с 1 июня по 31 октября 2026 года Юпитер повторно у нас возвращается в ваш третий дом гороскопа. И это повторение тенденций с октября по декабрь 2025 года. То есть не помню, там с какого октября по 5 декабря Юпитер уже шел по вашему третьему дому гороскопа и склонял к тому, чтобы, во-первых, расширить круг знакомств. То есть уже если тут у нас Сатурн стоит, меняет ваше окружение, Юпитер расширяет новые знакомства. Новые знакомства и очень-очень много нового общения, документов, писем, новых навыков. Третий дом — это дом навыков, в том числе и собственных усилий. И Юпитер дает вам такую возможность, либо желание какие-то навыки приобрести. Третий дом — это дом коротких обучений. Поэтому, скорее всего, у вас вот тенденция с 1 июня по 31 октября это на то, чтобы чему-то учиться, развиваться, возможно, хобби какое-то, возможно, иностранные языки, кстати, тоже учить, возможно, еще новые знакомства приобретать, друзей, поездок много коротких тоже. И здесь у нас такая комбинация, которая вообще очень сильно, с одной стороны, такая не дающая спуску, с другой стороны, комбинация, которая очень сильно мне нравится. Ваше будущее и ваши планы зависят только от вас. Эта комбинация формируется и говорит о том, что у вас есть цель, и вы начинаете над ней работать. Вы начинаете превращать ваши планы в жизнь. Это же комбинация, вот эта же комбинация Юпитера, то есть когда Юпитер будет идти по вашему третьему дому гороскопа, это комбинация на то, чтобы получать различные награды. То есть очень хорошо я бы рекомендовала вообще на этот период подаваться на различные конкурсы,
Номинации, если у вас есть такая возможность на какую-то номинацию, на какой-то конкурс, это тоже очень классно, на то, чтобы получать какое-то признание в целом в каком-то круге общения. Но еще Юпитер формирует вот комбинацию на какие-то, знаете, во-первых, новости, которые вы узнаете, на какие-то новости, которые становятся для вас внезапными. То есть проявляется то, что было от вас скрыто. И это проявление для женщин, кстати, это проявление может быть как новость о муже, либо новость о мужчине, новость от мужчины. Также это могут быть новости о детях, о деньгах, новости об учебе, потому что Юпитер у нас. Юпитер — это планета детей, денег, мужа в женском гороскопе, финансов, учебы, философии, мировоззрения, то есть какие-то новости такого, может быть, даже философского, мировоззренческого характера, какие-то, может быть, переписки. Могут возобновиться какие-то прерванные переписки, прерванное общение, то, которое у вас прервалось. Или же повторится такое же общение, как у вас было до декабря, то есть с октября по декабрь. Вообще вот здесь вот тенденция у нас повторяется годовая до октября 2025 года, а здесь с октября по декабрь. И эта тенденция может повториться именно с какими-то переписками, с каким-то общением. Либо какое-то общение может прерваться, если оно завяжется вот здесь, то здесь это общение может прерваться. То есть до 1 июня вы начинаете с кем-то активно общаться и внимательно, что называется, следите за своим языком, внимательно следите за тем, что вы пишете и говорите, потому что здесь тенденция на, ну, такое вот, как бы что-то всплывает или что-то прерывает ваше общение, потому что кто-то что-то сказал, кто-то что-то сделал, не подумав, кто-то что-то не то имел в виду. Поэтому тщательно взвешивайте слова, то, что вы говорите. И этот Юпитер, что еще интересно, здесь аспектирует 7-й дом. И вот если говорить про личную жизнь, то эта тенденция, этот транзит, он может как-то кардинально что-то менять либо у партнера по браку и личной жизни, либо в личной жизни. То есть, опять же, у нас повторение 2025 года, и могут повторяться тенденции, что было в партнерстве. Вспоминайте, что было в партнерстве и личной жизни в 2025 году, каких-то резких перемен, каких-то внезапных перемен. Эти внезапные перемены точно так же могут повториться. Эти внезапные перемены могут повториться, как что-то сильно поменялось у партнера, и ваши планы поменялись, либо что-то сильно поменялось в партнерстве. Юпитер будет создавать тенденцию на внезапные перемены, на резкие перемены, на то, что не запланировано. И в том числе эти перемены могут касаться, кстати, и финансов партнера, уровня его доходов. И эти перемены могут касаться в том числе ваших друзей общих, какого-то круга общения или людей, которые могут вас связывать. И в том числе это у нас для партнера его какие-то переезды, для партнера это его какие-то, может быть, даже и изменения в должности, в рабочей. Такое тоже может быть, если вы в отношениях, то у партнера может меняться рабочая должность. Но и на какие-то разлуки тоже. То есть, опять же, я говорю, что здесь нужно очень внимательно следить в этот период времени, когда вы будете в этом транзите, то есть с июня по 31 октября, следить за своими словами, что вы говорите, не бросаться громкими словами, потому что есть тенденция и на какие-то резкие разрывы отношений, если у вас либо когда какие-то тайны всплывают, если у вас будут тайны в отношениях, то они тоже могут влиять на партнерство. Но и все равно это еще транзит на то, что мы очень сильно хотим, чтобы другие люди сделали нас счастливыми, чтобы другие люди с их помощью мы
получили желаемое, чтобы наши планы сбылись, осуществились. То есть, может быть, мы будем хотеть как-то или требовать, что вот ты должен, ты должна сделать то-то и то-то, чтобы у меня все было классно, чтобы у меня все получалось. Дайте мне денег, либо жениться, либо еще что-нибудь вот в таком роде. И здесь будет еще 2 затмения в этот промежуток времени. 12 августа будет затмение в вашем третьем доме гороскопа. Третий дом — это дом документов, дом поездок, дом хобби, дом братьев и сестер. Поэтому затмение в третьем доме гороскопа может поменять ваши отношения с какими-то друзьями. Либо в этот период вы получите какой-то документ, либо вы начнете чему-то учиться на каком-то курсе, либо, может быть, даже вы запустите соцсеть, либо выйдете из какой-то социальной сети. Это очень хорошее затмение и транзит на то, чтобы написать песню, книгу, какой-то продукт своего творчества. Курс какой-то тоже в том числе написать. То есть что-то свое создать, и вот это вот затмение будет способствовать. А следующее затмение 28 августа опять у нас в вашем 10 доме гороскопа, то есть опять возвращает к работе, к переменам в работе, получению статуса, должности, но и не только работа, да, мы помним, что это может быть виза, вид на жительство, если виза особенно актуальна, потому что некоторым людям в последнее время визы сложно получить, поэтому получение визы, получение вида на жительство, выход на пенсию, брак, гражданство, стали родителями, и все в таком роде, это тоже по затмению в 10 доме гороскопа. Здесь у нас на короткий промежуток времени будет такая тенденция, что Кету и Юпитер окажутся вместе, ну, буквально на месяц, даже чуть меньше, вместе в вашем 4 доме гороскопа. То есть Юпитер уже зайдет в ваш 4 дом гороскопа, и он будет в 4 доме гороскопа. Сколько? Ноябрь, декабрь, январь, февраль, ну, почти 4 месяца. То есть опять я не могу сказать, что это долгосрочная тенденция. Опять вот это вот все очень хрупко, все очень турбулентно, все очень недолговечно и трудно прогнозируемо, потому что, опять же, около года Юпитер был здесь. Потом Юпитер зашел сюда. До октября, там сколько, я не помню, в каком месяце он зашел, ну, около полгода он был здесь. Потом он зашел сюда на буквально 2-3 месяца. Потом он вернулся, тоже там на полгода, на полгода. Потом он заходит опять сюда. И сколько это у нас получается? Даже не на полгода, тоже на 2-3 месяца где-то, наверное. Потом он заходит сюда. Здесь он будет у нас 4 месяца. Потом он вернется опять сюда. То есть понимаете, насколько это вообще вот эти вот 2 года, 25-й, 26-й и даже 27-й, 3 года, это годы, которые очень сложно прогнозировать на длительный срок и планировать на длительный срок. А не просто вот этот Юпитер, он просто, ну, создает вот после этого стабильного тельца, создает хаос, туда-сюда петляя. То есть только мы начали, вот запланировали одно, Юпитер хоп и выскочил, и мы даже не успели это реализовать, потому что это планета, которая длительные цели у нас дает, и возможности тоже на длительное какое-то планирование. И мы не успели только очухаться, что у нас уже там пришли мысли в голову, что нам нужно что-то в этой сфере планировать, как Юпитер раз и выскочил. И пошел обратно. И пошел, главное, что не просто выскочил, обратно пошел. И мы начинаем, ой, так мы ж там еще, вот это вот у нас там недоделано было. Пока мы там разобрались, еще не успели разобраться, Юпитер опять раз выскочил. Пошел опять нас переметнул. Только мы начали вот это вот вспоминать, что мы уже вот только запланировали, Юпитер пошел в следующий дом гороскопа. И мы про это забыли. Начали в следующем доме гороскопа готовиться, у нас уже там появилась почва, например, для переезда, хоп, Юпитер опять возвращается, опять у нас меняются планы, опять у нас меняется все. Поэтому это капец как турбулентно. Просто вообще нереально турбулентно вот эти 3 года что-то планировать и прогнозировать. Поэтому в целом, конечно, у нас тут будет какая-то определенная тенденция от этого Юпитера, но
Не стоит сильно на него рассчитывать, можно сказать. Хотя все равно что-то принесет, но вот эти несколько, ну, не несколько, месяц Юпитера и Кету в соединении, тут самое главное что? Про Юпитер я вот в следующем слайде еще расскажу, потому что Юпитер у нас, в принципе, заходит в ваш четвертый дом гороскопа. Это все-таки более долгосрочная тенденция, но вот это соединение больше всего именно для вас будет таким значимым, когда Юпитер соединится с Кету. И это будет где-то как раз примерно в начале этого транзита, потому что Кету будет стремиться сюда, а Юпитер будет сюда стремиться. И это соединение у нас про что? Это соединение у нас про то, что Юпитер у нас отвечает за деньги, чужие и свои накопления. То есть вот это вот чужие деньги, та поддержка, которую мы здесь получали, страховки, выплаты, какие-то пособия, какая-то, может быть, не знаю, что там еще, наследство, все в таком роде, или помощь мужа, жены, любовника, простите, там, то есть содержание какое-то, вот это вот содержание какое-то, это наш Юпитер. И вот это восьмой дом гороскопа. А вот этот вот дом гороскопа, 11 дом гороскопа, это значит у нас наши накопления. То, что мы нажили непосильным трудом, отложили в кубышку на банковском счете или еще где-нибудь, оно вот у нас тоже у нас все по Юпитеру. А кету это ножнички, которые у нас все отрезают. Не знаю, как тут правильно. Это, ну, вот это вот как бы ножнички. В любом случае, то есть, когда кету соединяется с Юпитером, это может быть что? Это может быть муж перестал давать деньги. Это может быть там раз и заблокировали доступ к счету. Это может быть заморозка каких-то денег или еще что-нибудь в этом роде. То есть на этот месяц могут быть какие-то странности с деньгами. Странности с деньгами вашими, странности с деньгами, которые вы получаете от других людей, с вашими счетами, с вашими предпринимательством тоже, бизнесом, какие-то запреты, ограничения, еще какая-нибудь ерунда вот в таком роде. То есть желательно, конечно, чтобы к этому моменту, наверное, у вас был какой-то наличный запас или что-то в этом роде, потому что кету здесь у нас формирует тенденцию на то, чтобы что-то почикать, что-то отобрать, что-то скрыть, что-то спрятать. Может быть такое, что партнер скрыл от вас какой-то источник дохода или какой-то доход. Или еще что-то от вас скрыто. Скрыто о том, что ваши родственники получили наследство, вы не получили, что ваши там кто-то получил страховку, вы не получили. То есть что-то от вас как будто бы скрывается, связанное с финансами в первую очередь. Это два дома денег. И Юпитер, в целом у нас Юпитер это планета денег, но здесь Юпитер еще и планета, которая у вас непосредственно управляет деньгами. Но дело в том, что тут, конечно, тоже такая история. Кету это планета кармы в первую очередь. Хорошее, плохое, то, что мы заслужили, Кету нам раздает. Поэтому в целом такая как бы рекомендация к этому транзиту иметь возможность там каких-то денег дополнительных, чтобы у вас были, чтобы у вас был контроль над вашими деньгами. Но это не обязательно, что у всех тельцов это будет вот почикано. Вообще, с точки зрения того, что кету нам раздает каждому, кто что заслужил, по деньгам, когда кету соединится с Юпитером, кто-то может и очень хорошо разбогатеть. Прям вот просто по щелчку пальцев очень много разбогатеть. Но все зависит вообще от вашего личного гороскопа, что положено вам, да. То есть вы должны понимать, что кету может дать и кету может забрать. И для того, чтобы не забрал, просто нужно подстраховаться, а для того, чтобы дал, нужно просто подставить карманы. Больше ничего делать не нужно. То есть могут быть в разную сторону истории, но главное, чтобы вы это понимали. И теперь сейчас будем говорить про дальнейшее, что нам тут обещать будет Юпитер.
А помимо Юпитера у нас с 25 ноября 26 года еще перейдут сюда Раху и Кету. То есть я пишу до 31 декабря, но это не до 31 декабря транзиты. То есть Кету Раху у нас на 1,5 года с 25 ноября заходит на эту ось. Юпитер у нас заходит сюда до февраля, по-моему, 2026 года. Потом обратно вернется сюда. То есть это вот карусель Юпитера, она у нас не прекратится, он будет очень долго нас мучить. Но, значит, сначала давайте поговорим про вот это вот и вот это. Это прям для тельцов комбинация на кардинальную смену места жительства, глобальную, кардинальнейшую смену места жительства. Почему? Потому что, во-первых, Юпитер из 4 дома гороскопа, он склоняет к переезду, продаже квартиры, продаже машины. То есть, ну, у кого-то, конечно, может быть и покупка тоже. Но смысл такой: вот это вот здесь, в 4 доме, место жительства, недвижимости и транспорта, Юпитер формирует тенденцию на переезд. Но просто Юпитер в 4 доме — это как бы одно. Но когда мы получаем еще вот эту комбинацию, это уже серьезно, потому что эта комбинация у нас на кардинальную смену круга общения. На то, что кардинально меняются те люди, с которыми мы каждый день взаимодействуем. Это наши соседи, это наши друзья, это сообщества, в которых мы состоим, как бы все исчезли. И это бывает обычно, когда люди переезжают, ну, значимо, то есть когда человек эмигрирует, когда человек переезжает в другой город, когда человек переезжает как минимум в другой район своего города, то есть это не в соседний подъезд. И, может быть, это, конечно, не очень надолго. То есть ноябрь, декабрь, январь, февраль там. Но вообще-то Кету и Сатурн у нас здесь будут, ну, минимум 1,5 года Кету будет здесь, Сатурн в 27 году уйдет. То есть, в принципе, получается, что эта комбинация, все в совокупности нам указывает на то, что тельцы могут вот в этот период с 25 ноября, но не по 31 декабря, а по февраль 27 года сменить место жительства глобально. То есть уехать, например, жить в другой город, уехать жить в другую страну, уехать жить туда, где вы не имеете друзей и знакомых, где вы не знаете никого. То есть, может быть, там на зимовку, может быть, на какое-то временное пристанище у вас, но как будто бы вы там никого не знаете, вы туда уезжаете. В целом, Юпитер в 4 доме гороскопа расширяет 4 дом гороскопа, то есть дает больше возможностей для поездок, переездов, путешествий, для того, чтобы пожить где-то в хорошем месте, где может быть там красиво, где может быть там много детей, где много денег, где праздник, где еще что-то. То есть Юпитер будет склонять пожить где хорошо. Но также у некоторых тельцов вот эта комбинация на то, чтобы получать наследство на самом деле. Ну и опять же, продажа недвижимости, транспорта тоже вероятно. И Юпитер это все будет делать внезапно. То есть вы этого вообще не планировали, и тут раз и переехали. Вообще не планировали, и тут раз и кардинально у вас какое-то предложение продать выгодно квартиру, продать выгодно машину и переехать. То есть это то, что не будет у вас, скорее всего, входить в ваши планы, однако оно может свершиться. А может быть только намек, и это реализуется только в 27 году, когда Юпитер опять вернется в этот 4 дом гороскопа, потому что, опять же, вот эта вот турбулентность, она все равно будет присутствовать. Вот такая вот. Туда-сюда этот Юпитер ходит, как будто бы у него там что-то поломалось, и он сошел со своей нормальной орбиты. Он туда-сюда вот качается. И вот из-за этого мы не можем длительно планировать, из-за этого мы можем начинать что-то делать, а потом раз меняются обстоятельства. Но в целом так. Потом Раху в 9 доме гороскопа, он же тоже склоняет к эмиграции. Очень много тельцов эмигрирует, я думаю.
в это время, то есть начиная с 25 ноября 26 года, 1,5 года вот эта тенденция у тельцов на эмиграцию, на кардинальную смену страны проживания. Особенно если у вас здесь в гороскопе стоит Раху, натальный Раху у вас здесь, либо вот здесь вот, когда у вас стоит Раху, то это тоже очень большая вероятность, ну, максимальная вероятность, если у вас в вашем гороскопе здесь стоит Раху. Потом Раху у нас дает аспект на первый дом гороскопа, то есть вы сами как будто бы становитесь иностранцем, и тело тоже может меняться очень сильно, но это у нас тоже обычно бывает комбинации на беременности, но беременности у нас еще вот так вот будет потом, когда Юпитер зайдет, это уже в 27 году более вероятно такая история. Но это может быть стимуляция, да, допустим, если вы планируете детей, то это может быть, например, стимуляция какая-то, подготовка к беременности и родам, и все в таком роде. Потом 9-й дом гороскопа — это у нас власть, это у нас бюрократия, всякие вот это вот ось, это бумажки всякие готовить, собирать справки, подготовка и так далее, и так далее. То есть здесь еще Раху и Кету на то, чтобы всякие разные готовить бумаги, готовить какие-то плацдарм какой-то готовить, подготовка какая-то вот, в общем, к чему-то, потому что это ось собственных усилий и ось такой очень повышенной активности, когда мы начинаем много ездить, много начинаем к чему-то готовиться, много общаться. Но общение с друзьями и с близкими у вас в основном в этот период через интернет. Через интернет, как будто бы вы вот в соцсетях и через интернет общаетесь. То есть вы в любом случае на эти 1,5 года можете как-то отдалиться от друзей, от людей, и будете каким-то образом таким вот общаться через социальные сети, через интернет. Потом, что у нас еще? 9-й дом — это дом власти, поэтому избегайте столкновений с органами власти. Но, может быть, нужно будет обращаться в иностранные органы власти, в какие-то госструктуры, в институты. Кстати, тоже может быть такой план пойти в институт учиться, либо получать какое-то образование дополнительное тоже по этой оси. Очень захочется учиться, очень захочется хобби там менять, и все в таком роде. Но у вас про хобби тут Юпитер. Юпитер будет тоже вот это вот петли Юпитера по 3-му дому гороскопа тоже будут давать какие-то новые навыки, новые хобби. Но все-таки самое сильное — это, конечно, вот эта вот комбинация на то, что смена места жительства, глобальная смена окружения вас все-таки ожидает, мои дорогие тельцы. Тут, ну, мало у кого, наверное, это как-то по-другому может проиграться. И отстранение от друзей, отстранение от братьев и сестер может быть, но также, если вы далеко от братьев и сестер, то этот период, когда Кету пойдет по 3-му дому гороскопа, может наоборот давать желание сблизиться, приблизиться. То есть, если вы разъехались, то вы можете приблизиться к каким-то друзьям или к каким-то братьям и сестрам и наоборот стать а, ближе к ним, то есть где-то рядышком жить, либо чаще видеться. Но это именно тенденция для тех, с кем вы давно не виделись или с кем вы давно разъехались. А вот когда вы сейчас, допустим, плотно общаетесь, и Кету заходит в 3-й дом гороскопа, то те, с кем вы плотно общаетесь, вот с ними как будто бы связи обрываются. То есть такая очень интересная тенденция, мои дорогие тельцы. Не знаю, есть ли у вас в планах какой-то переезд, какая-то иммиграция, но это очень вероятно по этому Кету, по этому Юпитеру, по этому Раху и всему. Ну и еще, кстати, с мамой. Здесь очень много, я не помню, сказала я или нет, но с мамой вот здесь вот по этому Юпитеру в 4-м доме гороскопа может быть много с мамой взаимодействия, необходимости взаимодействовать, но к маме вам нужно будет, наверное, ей как-то помогать, к маме нужно будет как-то больше внимания уделять такими вот вопросами. Однако все-таки то, что вы переедете, скорее всего, да, или у вас будут какие-то перемены в месте жительства, они для вас будут приятными и радостными, и вообще это вот период роста вашего оптимизма, веры в жизнь, веры во все, потому что Юпитер в 4-м доме гороскопа — это планета оптимизма в 4-м доме внутреннего счастья. То есть мы начинаем с верой
на что-то надеяться, на что-то смотреть, то есть ура, вау, наконец-то, что-то в этом роде. Поэтому, скорее всего, это будут долгожданные для вас какие-то перемены, то, чего вы будете хотеть, несмотря на то, что у вас как-то поменяется окружение, все равно это для вас, скорее всего, ну, они могут случиться внезапно, но они будут для вас радостными. То есть не обязательно долгожданные, то есть то, что может случиться для вас внезапно, но это будет для вас радостно. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на 2026 год для тельцов, восходящих, лунных, солнечных, в принципе, тоже. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.